cold outside. Всем привет, меня зовут Алла, и сегодня я представляю продолжение моей коллекции елочных игрушек в виде люстр. Мы будем собирать две люстры в классическом стиле. Одна из них более домашняя, с абажурами, но скромно ее, конечно, не назовешь. Золотое основание у нее довольно массивное и ярко выделяется на фоне елки. Мы сделаем ее в белом и черном вариантах. И вторая люстра более праздничная, торжественная. Она вполне подошла бы для какого-нибудь дворца или оперного театра. Вместо абажуров у нее свечи на как бы стеклянных розовых лепестках. Напоминаю, что макеты люстр для всех плоттеров можно купить на моем сайте www.alla-grezeva.ru. Сборка очень простая и при определенной сноровке очень быстрая. Люстра с абажурами состоит из 8 оснований, 4 правых и 4 левых. Они отличаются разной длиной подвесок по краям. В собранной люстре длинные и короткие подвески должны чередоваться. Начинаем с того, что складываем все основания пополам. Чтобы не помять детали, можно использовать металлическую линейку или пластиковые карточки. Два держателя для абажуров на каждом основании нам нужно загнуть внутрь по всем линиям сгиба. Далее нам нужно склеить друг с другом все основания, следя за длиной боковых подвесок. А держатели для абажуров должны быть склеены только по центру. Сами абажуры мы складываем по пунктирным линиям и склеиваем за боковой держатель. Теперь нам нужно закрепить абажуры на основании. Я наношу клей на держатели и размещаю абажуры чуть ниже нижнего края. Точное место не принципиально, главное, чтобы они все получились на одной высоте. Абажуры могут держаться и без клея, но я все-таки советую зафиксировать их. Вторую люстру собирать немного сложнее из-за ее тонких линий. Сначала давайте соберем вариант с цветками, отличающимися по цвету от основания. У нас, как и в прошлом дизайне, 8 основ, и прежде всего мы должны сложить их пополам. Цветок складываем так, чтобы у нас получилась ложбинка по центру. Здесь мы будем закреплять свечу, оставляя внутри только последний ее сегмент. Не забываем огоньки с двух сторон и расправляем все лепестки наверх. Теперь приклеиваем цветочек с обратной стороны детали основания, следуя ее изгибам. Цветочков у нас получается 2. И приклеиваем следующую деталь по кругу. Кстати, на очень тонкие перемычки я клей не наношу. Функционально он там не нужен, поэтому не будем рисковать, чтобы не испачкать деталь. Теперь давайте соберем люстру, у которой рожок для свечи объединен с основанием, то есть такого же цвета. Этот вариант более минималистичный по стилю и, соответственно, более быстрый в сборке. Здесь рожки мы загибаем внутрь детали и сразу же сюда приклеиваем свечу. Главное следить за тем, чтобы деталь без ушек склеивалась с деталью с ушками. Именно с их помощью мы склеиваем рожок. Ушки нужно чуть загнуть наверх и приклеить под парной деталью снизу. Обратите внимание, что основание у рожка не раскрывается плоско на 360 градусов. Оно как бы слегка вогнуто. Просто следуйте линиям склейки при монтаже и, чтобы они совпали, слегка приподнимайте края подставки для свечи. Так получится небольшое углубление в центре. И в конце нам останется добавить только огоньки. Всего с двух сторон их потребуется 32 штуки. Но ничего, мы не с такой кропотливой работой справлялись. Я наряжаю елку в черно-бело-золотой гамме, поэтому, конечно же, сделала черные люстры.
Они получились дерзко гламурными, очень мне нравится. Напоминаю, что кроме макетов у меня вы можете заказать уже вырезанные детали для самостоятельной сборки. И эти детали могут быть любого цвета. Друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока! For